Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз. Что скоро и что неожиданно? Старинный цыганский пасьянс. Что произойдет в ближайшее время, в ближайшем будущем? И ориентировочно мы возьмем с вами ракурс на 2-3 недели. С чем будут связаны эти события? Или с кем? Давайте узнаем у карт старинного цыганского пасьянса, который у меня уже очень давно. Конечно, останемся реалистами, любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Какие-то подсказки все же вы получите. А я вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю ссылки в описании под видео. Вы можете перейти на главную страницу сайта или через меню, или на главной странице выбрать кое-какие, ну не все, все это через меню, те статьи, которые вам интересны. У меня есть и гороскопы, есть и коридор возможностей на 26-й год. Как правильно завершить 25-й, чтобы 26-й раскрыл как раз перед вами какие-то новые варианты сотрудничества. Или когда вы для себя что-то сделаете с большими плюсами. Вот коридор возможностей, ну и другие статьи, они где-то перекликаются. Ладно. Смотрю я, смотрите и вы тоже. Что нам расскажут карты пасьянса? Какой поток событий вас ожидает? Не вижу пока совпадений. Ладно. Когда такое случается, чаще это карты нам говорят о том, что, ну, где-то спокойное течение жизни. Ну, это точно. Якорь, мои дорогие, уверенность. В дне сегодняшнем, в дне завтрашнем что-то как будто решается ваш вопрос. Корабль в этом пасьянсе — исполнение желания. Не всех желаний, одно желание, но тем не менее. Вот смотрите, какая-то история, она как будто начинается с правильной ноги, хочется сказать. Или больше предпосылок к стабилизации обстановки, например, да, которая вокруг вас. Но все же и исполнение желаний или корабль говорит о том, что мы это должны перенести в день завтрашний. Почему? Если мы о символе Меркурия, это символ перемен. У кого-то поездки, перемещения или планируемых таковых перемещений, где вы хотите оказаться, может быть и так. Вы как готовите почву для завтра, для будущих перемен. Что-то, может быть, согласовываете, с кем-то проводите переговоры. Лебедь, любовь, искренность, верность, чувство. И ожидание. Может быть, ожидание встречи, кстати. Ну или ожидание решения какого-то вопроса, листва. Я не могу сказать, что даже это ожидание будет для вас каким-то сложным. Видимо, скорее всего, это будет связано с каким-то регламентом. Я часто говорю, что я подразумеваю. Регламент — это когда нужно получить важную бумагу, совершить какие-то важные согласования. И у нас сейчас ретро-уран в Тельце, а Телец, как и вы, управляется планетой Венера, поэтому вы это где-то можете ощущать. И если ретро — это всегда знакомая история, знакомые лица, какое-то взаимодействие, хотя для вас это не в той мере, но тем не менее на каждого из нас оказывает влияние ретро-уран в Тельце, потому что в центре вопросы нашего благополучия. И это сразу несколько позиций личной жизни, места нашего пребывания, проживания или планируемого, а также вопросы работы, откуда к нам приходят деньги, каким образом. Но вот флирт, кот означает и хорошее настроение. Может быть, для кого-то из вас какая-то тема именно личной жизни. Вы что-то хотите переделать. Но выжидать, как будто, да, момент или подписание, получение какой-то бумаги, когда вы себе скажете: а вот теперь пора. Вот такое я могу в целом предусмотреть. Смотрим, что у вас еще совпало. В нашем пасьянсе мы можем складывать карты, которые находятся в крайних рядах по горизонтали и по вертикали.
И что-то я не вижу. Нет, вижу. Вот смотрите, череп. Да, я надеюсь, это видно. Череп — это не есть что-то материальное, это наши ощущения. Вот есть какой-то вопрос, по которому вы переживаете, а по сути дела предпосылок к этому я не вижу, по крайней мере, по картам пасьянса. Тут может быть переживание, когда вы, ну, какую-то свою еще траекторию не можете продумать до мелочей. Поэтому приходится идти по ситуации. Но, значит, ситуация будет даже лучше, чем вы это предполагаете. Потому как это ожидание, вот этот код говорит, что шаг за шагом, как колесо истории для вас разворачивается больше со знаком плюс. Должна сказать, что пока с вами говорю, но не вижу я больше совпадений. Ладно, давайте дополним колодой Таро. Что она нам расскажет? И мы спросили, что скоро и неожиданно. Вот давайте достанем такую карту. Что для весов на ближайшие 2 недели плюс-минус будет скоро и неожиданно? И что прояснится? Какой вопрос? Или с чем это будет связано, или с кем? В чем вы поставили или думали, что поставили точку, а это дело или вопрос вам вернется? Ну, может быть, это будет связано либо с кем-то, с какой-то персоной, или с конкретным делом, сферой жизни. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Итак, что же скоро и неожиданно? Карта Луна. 1000 неопределенностей. Я надеюсь, что для большинства это будет просто личная история вашей жизни, история любви, место вашего пребывания. Вот я буду склонна, что скоро и неожиданно. Для тех из вас, у кого сейчас решаются вопросы именно по части вашей пары, вашей семьи, может быть, ваших детей и где-то и ваших планов на будущее. Возможно, это связано именно с недвижимостью, потому что Луна — это и место нашего пребывания, место нашей безопасности, но это еще и наши близкие. Вот со знаком плюс как раз это эмпатия, которая проигрывается в нашем отношении или в отношении вас достаточно, ну так, активно. Но если в целом это не карта ясности, мои дорогие, значит, еще, по крайней мере, на 2-3 недели ясность в каком-то вопросе не наступит. Или все-таки мы спросили, что скоро и неожиданно. Значит, по какому-то вопросу может создаться заминка. Или когда вам нужно будет объединить 2 дела. Почему я так говорю? В этой колоде у нас как будто волк и шакал, да, вот изображение. А в классических колодах часто изображены башни. И сначала, глядя на карту, создается впечатление, что мы должны выбрать что-то одно. Да? Возле одной колонны волк, возле другой колонны шакал. Вот вам, мои дорогие, и не к волкам, и не к шакалам. Вам между. Это я подразумеваю, что вам нужно что-то объединить. Может быть, у вас есть 2 темы, как 2 задумки, 2 каких-то идеи, 2 направления, направо и налево. И вы пока не знаете, как это объединить. И вам пока и не туда, и не сюда. Скорее всего, карта говорит, скоро и неожиданно вам придется буквально пройти какой-то путь, сохраняя первое и второе, сохраняя самого себя. Более того, договариваться придется в сложных ситуациях. Буквально, пусть не в этой колоде, но кто смотрит мои расклады давно, 78 дверей, там художник очень правильно прорисовал, на мой взгляд, карту Луна, потому что как бы архетип передает само изображение. Нам как будто нужно попасть в какое-то место, которое для нас место безопасности. И для того, чтобы как войти туда, нам необходимо договариваться с хамелеонами. Ну вот как-то так, все то, что я сказала, мои дорогие. Более того, карта говорит, избегай толпы. Вам весы в другую сторону. Вот там, где толпа, вам туда не надо. Там, где конфликты для вас, по максимуму ваша дипломатия должна быть на благо самим вам использована, выйти из конфликта или
занять какое-то нейтральное положение. Пусть у кого-то это касается работы, у кого-то родственников или взаимодействия. Может быть и так. Тут нельзя настаивать на чем-то своем. Мы каким-то образом тогда будем либо собой рисковать, либо мы более четко, знаете, заявим как будто о себе или о своей позиции. Но это нам не помогает. Ведь по аркану Луна будут перемены. И ты пока не видишь, выглянет солнце, все встанет на свои места. Поэтому, когда мы, ну, более такие безапелляционные, мы тогда как вердикты выносим по Луне, не время выносить вердикты. Вам явно будет что-то и не нравится тоже. Но ваша дипломатия, она творит чудеса. И интуицию, кстати, слушайте. Вам внешние силы как помогают. Ангелы помогают, божественная какая-то обстановка, да, вот вокруг вас. Пусть это незримо, пусть это нематериально, хоть и карта материальная, но это тоже карта баланса, да, 6 пентаклей. Мы можем на весы по 3 как бы поровну положить. Снова подтверждает все то, что я сказала, но это карта, когда нам, знаете, как не случайные случайности могут быть. Когда Его Величество случай сводит нас, может быть, с нужными людьми. Или мы оказываемся в нужном месте в нужное время. Вот где-то то, что я сказала по аркану Луна. И настаивать на своем– это действительно себя как будто ограничить в возможностях. Поэтому примите этого внимания. И тем не менее, пентаклевая карта, она нам и о материализме тоже говорит. Это карта финансового успеха, достичь финансового успеха. Но вверху Луна. Пройти какой-то путь, который невозможно просчитать до каждого шага. Придется корректировать планы. По этой карте у вас будут те лица, которые вам как будто будут помогать. Может быть, в оформлении каких-то важных бумаг, документов. Это могут быть люди официальные, да, официальные лица, которые нам проясняют, как правильно действовать, или как в отношении нас работает закон, или как правильно по закону обустроить какое-то ваше дело, которое вы хотите совершить. По этой карте, если мы имеем какую-то финансовую брешь, и нам нужно проплатить что-то, да, вот совершить какой-то платеж, а наши деньги где-то задержались по непонятным причинам. Или вы сами где-то осторожничаете, потому что по Луне, а вообще непонятно. Страшно оставаться без денег. Вот тем не менее, по шестерке Пентаклей есть в вашем окружении тот человек, который вам может прийти на помощь, как единомышленник. Или, по крайней мере, поможет вам какой-то вот этот финансовый маневр, да, когда именно вам нужно заплатить что-то. Вот пусть на время, но такой человек выручить деньгами может. Но это не в обратном порядке. Карта вас тоже призывает, что скоро и неожиданно на вас будут давить, к примеру, или пытаться с вами как-то наводить мосты, чтобы вы кому-то помогли. Так вот эта карта, она четко говорит: помни весы, рука дающего завтра будет рукой просящего. И где-то финансовую историю, свои шаги с прицелом на будущее вам обязательно нужно просчитывать. Нельзя, ну, знаете, как вот иду и все, вот как не задумываться, для чего вам нужен этот период или что происходит вокруг вас. Беречь себя обязательно необходимо, потому что тысячи неопределенностей на самом деле. Слушайте свою интуицию. И я должна сказать, планетарно даже это тот период, когда мы будем слышать много новостей. У нас могут быть много контактов с людьми, и каждый нам транслирует что-то свое. Не всему стоит доверять. И карта Верховная Жрица– карта независимости. Но эта независимость, она не через доказательства, а именно когда мы умеем, ну или имеем, или умеем отступить полшага назад, имея вот этот запасной аэродром. Потому что это делать будет совершенно необходимо. Но это, наверное, как по Луне я сказала, вам и не вправо, и не влево, вам между. Что-то одно сохраняем, может быть, второе уже начинаем, изучаем, продолжаем. Или пытаемся найти информацию, как это работает. Второй старший аркан, который нам говорит скоро и неожиданно в вашей жизни складываются, по крайней мере, или вы оказываетесь в таких ситуациях, когда прежние методы действий,
взаимоотношений, они вам не помогут. Вы можете точно так же, мои дорогие весы, узнать тайну о ком-то. Вот, кстати, скоро и неожиданно. Тогда вам действительно, как божественные силы, помогают, словно вот как эта лунная дорожка, да? Вот вам высшие силы указывают путь, подсвечивают вот эту дорожку. И пусть, кстати, по карте Луна нам как будто придется этот путь пройти в одиночку. Точно, в одиночку. Еще один старший аркан. У вас какой-то судьбоносный момент. Вам может показаться, что нужно что-то выбирать, вот как я по Луне говорила. А вам и не к волкам, и не к шакалам. Вам к самим себе, к своей собственной миссии. По аркану отшельник. Ведь отшельник – это мудрец, это философ. Он идет, кстати, медленно. Может показаться, что он стоит, сидит, да, вот в некоторых картах это изображается. На самом деле нет. Это просто продуманные шаги. Где-то нужно и остановиться, перевести дух, да, или когда мы ожидаем, допустим, в нашей реальной жизни подписания важных бумаг или каких-то договоренностей, встреч необходимых. И мы постоянно анализируем. Вот у вас аналитики, интеллекта, работа интеллекта и интуиции. Вообще, что такое интуиция? Если мы говорим по аркану Верховная Жрица. А это тандем интеллекта, как высшего разума, и нашего опыта, мои дорогие, который мы оставляем как ситуацию. Холодная голова, никаких эмоций. Вот у вас скоро неожиданно. Может быть, зыбкость такая создается специально для того, чтобы вы выбрали себя или какой-то свой путь. Может быть, это у кого-то будет граничить с творчеством или с каким-то проектом, когда, а среди вас очень много творческих людей, когда вы какую-то идею будете перекладывать на реальные рельсы, тогда надейтесь сами на себя. Если вы кого-то привлечете, вряд ли тут кто-то вам всерьез поможет. Вас могут выручить, вам могут подсказать, но делать-то придется самому, идти вперед придется. Но имейте мужество, может быть, пройти вот эти несколько шагов, потому как солнце все равно выглянет, и все встанет на места, зачем все это было нужно. Ну, у кого-то это могут быть, если мы говорили, вопросы перемещения, жилища, да, или места вашего пребывания. Здесь хорошо что-то планировать, разузнавать, может быть, готовиться, да. Если это как переезд в семью или какая-то важная встреча, ну, тут тоже не отказываться, нет. Может быть, встреча с каким-то важным человеком, потому что кто знает, а вдруг какой-то контакт вам потом будет тоже полезен. Поэтому не время выносить вердикты. Вот скоро и неожиданно. Ну, какая-то запутанная ситуация, она у вас будет. Но не без поддержки, понимаете, высших сил. Что же прояснится? Я часто называю пятерку жезлов картой информационного хаоса. Любая пятерка – это недостаток. Вот здесь правдивости недостаток. Что прояснится? Я где-то говорила, вы тайну можете узнать. И по информации, может быть, с одной стороны, это может быть связано с конкретным человеком. С кем, да, мы говорили, это связано. Который, ну, вам что-то обещал. Или у вас с ним были контакты. Может быть, это у вас как глаза откроются на человека, вы понимаете. Нет, на него надеяться нельзя, потому что иногда проходят люди, которые, знаете, они, ну, такие своего рода непоседы. Утром думают одно, а вечером другое. И совсем не потому, что кто-то желает вас обмануть. Нет, это типаж человека таков. Но также, если мы говорим информацию, вам постоянно придется держать руку на пульсе, перепроверять. Потому что будут и такой вот информационный поток в целом нас ожидает, как и в средствах массовой информации, так и, в принципе, фейки могут быть. И отделять зерна от плевел – это ваша задача. Так что прояснится ваша карта. Вы сами что-то проясните. И, кстати, прояснить вот то, что по закону, часто ведь это карта эксперта, того человека, который, ну, достаточно хладнокровно относится к событиям извне. Он поставил перед собой какую-то цель, и где-то он хочет максимально это сделать или реализовать.
свою задумку, чтобы это было в рамках закона, потому что если по закону это вам помогает. Мои дорогие девочки, может быть, и есть вот где-то такой человек, да, в вашей жизни, и это будет зависеть от того, какие были прежде соглашения или о чем вы говорили. Может быть, правда, вернется такой человек. Может быть, он тоже, как и вы, принадлежит к знакам зодиака стихии воздуха. Это кроме вас водолей или близнецы, или имеет там асцендент, а может быть и в весах асцендент, или по луне, мои дорогие, да, тут как угодно. И с другой-то стороны карта говорит, что вам нужно быть вот в таких более мужских энергиях. Ну, потому что есть какая-то путаница, тут нельзя замечтаться. А обещать вам что-то могут, это да. Такой момент я просматриваю. Для вас, мои дорогие мужчины, это вам нужно будет правильно работать как-то с информацией. Может быть, вот этот недостаток, вот эту путаницу вам придется устранять либо в документах, либо в своих решениях, что прояснится. Может быть, вы будете искать достоверную информацию. Мир. Волшебная карта. Вообще, это карта, когда нет ничего невозможного. Тут, правда, есть какая-то задумка, вы что-то хотите осуществить. И, может быть, придется кучу этой информации перелопатить. Может быть, много разговоров вам предстоит, мои дорогие весы. И это будете инициировать вы сами. Потому что по Луне, ну, есть какие-то сумерки, потемки. Надо же как-то ясность, да, нам хочется ее добыть. И старший аркан мира тут действительно что-то проясняется. Более того, для вас открываются новые возможности. Может быть, прежде мы как будто, вот как по аркану Луна, вынуждены были в каком-то находиться даже в замкнутом пространстве или в каких-то ограничениях, в том, что мы не могли преодолеть. То вот теперь идет развязка истории, что прояснится. Что-то идет к завершению, к финалу или к прояснению. Но это зависит от вас. Потому что это вы сами. Может быть, тонну этой информации вам нужно перелопатить, прежде чем вы окончательно с чем-то определитесь. Потому что тут и ваше решение, и ваша решимость. А что это? Дорога к солнцу. Вот то, с чем вы определяетесь в ближайшее время. У вас много старших арканов, мои дорогие. Когда старших арканов много, мои дорогие весы, это всегда не тот срок, который мы обозначили в видео. 2-3 недели. Да нет, конечно, тут что-то будет продолжено. Более того, выбор правильного направления, карта Солнца, и она нам дает подсказку на дистанцию 6-8 месяцев. Вот вы что-то завершаете, определяетесь и далее берете как с первого шага какой-то разгон. Вы в чем-то будете уверены. У вас действительно что-то прояснится, потому что карта Солнца – это ясность. Но больше, может быть, тут дела, работа, бизнес, документы. Пусть это даже касается личной жизни. Но каким-то образом, значит, будет перекликаться с документами, оформлением важных бумаг. И это те вопросы, которыми вы будете и хотеть заниматься, да, потому что это для вас как помогает, раскрывает вашу миссию, вашу личность. Вам это интересно. Это приток жизненных сил, мои дорогие, поэтому какая-то путаница постепенно уходит. Но, да, высшие силы помогают. Это всегда, когда старшие арканы, ну, более удобная обстановка или более ясная обстановка. Но и от вашей мыслительной, интеллектуальной деятельности тут многое тоже зависит. Так что же там из прошлого к вам вернется, в чем вы поставили точку? Какие-то взаимоотношения. Вы будете переигрывать, передумывать. Может быть, это вы будете кого-то пытаться возвращать. Попажу чаш. Тут самое главное, не должно быть иллюзий. Вот мы с вами говорили. Но из прошлого вам могут вернуться, знаете, как воспоминания. Воспоминания о том, ну, рано или поздно, да, накатило, мы говорим, те приятные моменты и минуты из прошлого, когда мы были счастливы. Вот почему-то вы вспоминаете. Но вместе с этими воспоминаниями в этой истории приходит еще, как знаете, отрезвление от наших иллюзий. Потому что у нас здесь поросенок с крыльями, хрюши не летают.
И чаша эта, мы, может быть, думали, она полная, да нет, она пустая. Что-то не получилось осуществить прежде. И, может быть, это связано было с личной жизнью. Ладно, так а что же это вернется к вам? Как по судьбе. Карта Иерофант опять где-то будет нам говорить о документах, о подписании, пересмотрах. Может быть, это у кого-то брачные контракты. Может быть, это и связано с какой-то историей по работе, мои дорогие, именно через творчество. Вот с творчеством, с чем-то вы уже сталкивались прежде, когда вы были чем-то воодушевлены, а получился какой-то кризис, казус, да? И вот теперь история где-то в подобном контексте возвратиться может, но для вас это теперь тот опыт, который вы уже прошли. Но вам еще предстоит вот этот путь, вот эту лестницу пройти. Время вашей силы. И, кстати, планетарно это тоже так. Для вас на далекий период времени будут очень важные вехи в жизни, как бы вы можете это реализовать. Поэтому нельзя ни в коем случае упустить время. Ведь эта карта такая, если мы говорим судьбы, возможностей, или когда нам пространство как дает, знаете, какую-то очередную попытку, может быть, прежде у нас и не получилось, вот в прошлом именно, сложить все так, как мы это представляли, а в силу непреодолимых событий это было разрушено. Вот теперь дает вам судьба шанс осуществить свою мечту. Причем это сделать так, когда у вас не будет разочарований. Поэтому вот смотрите, две карты– это то, что вы как прочувствовать должны. Конечно, эта карта больше стабильности. Да? Может быть, кто-то буквально мечтал о стабильности. И вот сейчас в новом контексте каком-то эта возможность к вам вернется. У кого-то, как я говорила, документы, у кого-то, может быть, и личная жизнь, а у кого-то построение карьеры, быть популярным, может быть и так. Раньше не получилось, значит, взять реванш, но не тот реванш такой вот резкий. Здесь более продуманный, потому что ведь это карта законника. Все должно согласовываться с каким-то общим гомеостазом, мои дорогие, и готовность учиться. Потому что это мы еще должны по этой лестнице взобраться, как будто, правда, и новые знания. Это словно мы вступили на одну, да, ступеньку, взяли вот такую высоту, пусть небольшую. Мы должны отдышаться. И это недолго. Это вот эта перезагрузка, когда мы изучаем что-то новое. И идем дальше и дальше. Нет остановки в этой карте. Точно нет остановки. Как будто жизнь, очертив вот, да, в виде этого жезла, один виток, выходит на новый уже виток, на новое качество жизни, на новые возможности. А паж жезлов– это какое-то известие, информация. Часто пажи– это именно какая-то новость. И, может быть, что прояснится, с какой-то новостью, информацией у вас будет связаны последующие ваши дела, события или то, чем вы будете заниматься, или вот эта последовательность, вот эта ступенчатость. И учиться придется, это точно, потому что паж жезлов– это прилежный ученик, мои дорогие, где-то об этом, но никогда как прежде. Вот тут все, знаете, в каком-то новом формате, в новом ключе. Но очень часто по этой карте, опять же, если предыдущая карта была Солнце, и я сказала приток жизненной энергии, активности, а вот здесь как молодость, задор юношеский. И не говорите, сколько вам лет, это не имеет никакого значения. Здесь физически вам пространство, Вселенная будет помогать, как придавая сил, чтобы на все хватило. Главное, самому тоже не плашать. Итак, давайте откроем карту совет. Ну точно, вот рыцарь жезлов добавляет все то, что я сказала, и конкретно будь готов к неожиданностям, весы. И прежние методы, они уже не работают. Тут придется как и учиться, так и, ну, как опробовать, отстраивать новые методы взаимодействия с людьми, новые методы работы. Может быть, совершить какое-то путешествие. Это карта скорости. Будьте готовы к тому, что придется куда-то налегке быстро собраться, отправиться,
или увидеть что-то своими глазами, или подписать какие-то важные бумаги, или использовать какую-то возможность. Это все для вашего солнца. Это для нового качества жизни, чтобы вы были счастливы. Не в мыслях, вот так, а по-настоящему. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю за ваши искренние добрые комментарии, за вашу помощь, за вашу поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.